His name is Arion! Большинство групп, выпускающих концептуальные альбомы, пересказывают сюжеты легенд и книг, либо пишут банальное фэнтези. Но есть среди музыкантов фантаст-философ, которого хочется поставить в один ряд с Брэдбери, Стругацкими и Азимовым. Это голландец Арjen Лукасон, лидер проекта Айрион. В его цикле альбомов каждый новый не продолжает историю, а рассказывает новый ее слой. Арjen познал успех уже в начале своей карьеры, задолго до создания своего проекта. В начале 80-х он участвовал в записи 2 альбомов известной голландской группы Бодин, но из-за внутренних противоречий и плохой организации группа распалась. И Энтони принял предложение войти в группу Vengeance, с которой записал 4 альбома. Однако группе не удалось совершить прорыва, и Арjen стал терять интерес к той музыке, которую он исполнял. В итоге в 90-м году он покинул группу, и после выхода из группы Арjen решил заняться сольным проектом. В 94-м году он выпустил свой первый сольный альбом, однако он получился провальным. Когда диск уже поступил в продажу, у Арjена возникла идея нового масштабного проекта. Больше всего голландцу хотелось работать в жанре рок-оперы, и в 95 году его мечта превратилась в реальность. Решили обновить свои гитарные примочки, но не хватает денег? Или ждете скидки на новенький Гибсон? Не стоит останавливаться на полпути, нервничать или занимать. Оформите кредитную карту Тинькофф Platinum. С ней вы сможете взять беспроцентную рассрочку на покупки до 12 месяцев плюс кэшбэк до 30%. Переходите по ссылке в описании и получите подарок. Кэшбэк 3000 рублей, затраты 7000 рублей в первый месяц, плюс бесплатное обслуживание навсегда. Набрав солидную команду музыкантов и вокалистов, Лукасон записал первую пластинку своей новой группы. Этот альбом был посвящен извечной теме борьбы добра со злом. На дворе 2084 год. Постоянные войны и загрязнения окружающей среды поставили человечество на край гибели. К счастью, ученые изобрели способ передачи информации в прошлое и решили провести последний эксперимент. Отправить предкам видение упадка цивилизации, чтобы предупредить их о своих ошибках и предотвратить их. Единственным человеком, который способен получить эту информацию, оказался слепой бард Айрион, живущий в Британии времен короля Артура. Попав к королевскому двору, Менестрель передает сообщение песнями. Мерлин считает, что слепец лжет, и приговаривает его к проклятию молчания. В процессе наложения проклятия колдун осознает свою ошибку, но исправлять ее уже поздно. Однако он клянется, что спетая Арионом история будет рассказана еще раз в конце 20 века. Таков вкратце сюжет альбома. На запись диска у Арjена ушло 1,5 года. В студии ему ассистировали 4 музыканта, включая жену Арjена, а певцов набралось аж 12. Бюджет альбома был огромен. Арjenu пришлось продать свой дом и занять денег у отца. Но конечный результат окупил все затраты. Диск был выпущен летом 95 года.
В Голландии многие журналы признали эту работу альбомом месяца, а некоторые даже альбомом года. В мире успех был гораздо скромнее, прежде всего из-за того, что Арьен наотрез отказался выступать живьем. Во-первых, невозможно было собрать всех исполнителей в одном месте в одно время, а во-вторых, сам Арьен говорил, что он сыграл достаточно концертов с Венгенс, и ему больше нравится сидеть дома и сочинять новые песни. Второй работой стал альбом, появившийся в 1997 году. На сей раз Лукасон не стал придерживаться одной концепции, и композиции не были связаны между собой, хотя все треки были сделаны в фэнтезийном духе. Число привлеченных к записи личностей уменьшилось, да и сам альбом получился попроще. Результат – более прохладное отношение слушателей и меньшие продажи. Реабилитацией послужил следующий альбом. Двойной амбициозный диск представлял собой космическую оперу. На этот раз Лукасону удалось собрать звездную команду. К примеру, в проекте были задействованы Фиш из Marillion и многие другие. Суть альбома заключалась в том, что 8 различных людей, будучи перенесенными из своих времен куда-то в будущее, пытаются отыскать обратный путь. 8 человек из разных эпох. Горец, индианка, римлянин, рыцарь, египтянка, варвар, хиппи и человек из будущего внезапно оказались в одном странном месте. Их приветствует некий голос и сообщает, что они должны пройти через электрический замок, чтобы вернуться домой. В пути они проходят по самым причудливым местам. Этот мир соткан из эмоций 8 искателей. Так голос зовет наших героев. Их страсти, горести и радости находят здесь отражение, и смерть здесь навсегда. До финиша добрались лишь 4, которым голос и раскрывает свою личность. Он представитель высокоразвитой инопланетной расы вечных, достигший невероятных вершин технического прогресса, но потерявший эмоции. Ради возвращения эмоций вечные уничтожили динозавров и заселили Землю людьми, чтобы исследовать их психику и вернуть утраченное. Электрический замок – один из полигонов для этих экспериментов. Новый диск расходился большим тиражом, чем 2 предыдущих диска вместе взятых. Он принес проекту настоящую популярность, а Арьен уже размышлял над новым альбомом, который должен был перекрыть все предыдущие достижения. Самой грандиозной работой оказался релиз 2000 года, разделенный на 2 диска. «Земля мертва». Последний землянин, а вернее марсианский колонист, коротает остаток дней в синтезаторе грез, машине, переселяющей его душу в тела далеких предков. Герой может стать кем угодно. Он пират Дрейк и гвардеец с картины Рембрандта, ацтекская девочка и слепой бард Орион. Но герою мало острых ощущений, он требует от машины отправить его дальше в прошлое, к началу времен, когда Большой Взрыв создал первую душу, вселенского странника. Двигаясь быстрее света, этот ангел разнес семена жизни по галактике. Его глазами последний землянин узрел создание жизни на Земле и говорил со всеобщим предком через пропасть в миллиарды лет. В итоге тело последнего Homo sapiens умерло, а его душа стала новым вселенским странником. Альбом кончается на оптимистичной ноте.
Жизнь на Земле погибла, но она непременно продолжится в другом уголке Вселенной. И может быть она будет совсем как мы с вами, ведь новый странник – землянин. Дилогия расходилась с прилавков с нереальной для такой музыки скоростью. Уже через неделю после выхода оба диска попали в топ-100 Голландии и Германии, да и в других странах имя Айрион было теперь знакомо любому любителю прогрессива. Следующий альбом повествует нам о человеке, попавшего в автокатастрофу. Он лежит в коме, его регулярно навещают жена и лучший друг. А еще в его голове персонифицировались его же собственные эмоции, которые раскрывают все скелеты в шкафу. Ради продвижения по карьерной лестнице человек серьезно подставил лучшего друга и совсем не уделял времени жене. Чтобы выйти из комы, необходимо разобраться в себе и разрешить внутренний конфликт. В конце выясняется, что все происходящее – лишь программа синтезатора снов. Цикл на этом не закончен, и в альбоме 2008 года слушатель знакомится с историей и цивилизацией вечных. Они живут на планете Y, покрытой водой. Стремясь к бессмертию, они стали зависимыми от машин киборгами и потеряли эмоции. Вечные отправили свой генетический материал попутной кометой на подходящую планету. Эта комета еще уничтожила каких-то гигантских рептилий, и они стали наблюдать за развивающейся цивилизацией. Однако люди развивались слишком медленно, и Вечные решили их немного подтолкнуть, поделившись с ними знаниями. Это привело к бурному развитию, перенаселению и войне. Чтобы исправить ситуацию, Вечные организуют последний эксперимент, о котором шла речь в первом альбоме, но он провалился. Ведь предсказанный Мерлином пророк 20 века лежит в психушке, и никто ему не верит. Некому предупредить человечество о грядущей опасности, и конец закономерен – ядерная война. Наблюдая за гибелью человеческой цивилизации, Вечные принимают решение отключить свои машины и умереть. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 2013-м с выходом нового альбома нам повествуют, как один ученый-физик исследовал космос и мечтал вывести теорию, которая объяснит все. Он был так увлечен своим занятием, что совсем не обращал внимания на жену и сына, и никто не замечает одаренности мальчика в области математики, кроме его школьного учителя. Несколько лет спустя родители наконец решились показать своего сына психиатру, и тот ставит диагноз синдром Саванта и предлагает экспериментальное лекарство, которое может улучшить социальную жизнь и помочь сконцентрироваться. Мать боится побочных эффектов и отказывается. А отец понимает, что сын может помочь ему с теорией и дает таблетки тайком. Лекарство действительно действует, но побочные эффекты оказались сильнее. Отец вынужден рассказать сыну о таблетках. Тот чувствует себя преданным и убегает из дома. Без лекарства он снова замыкается в себе.
Год спустя его школьный знакомый предлагает ему помощь. Он может синтезировать лекарства, но взамен требует помощи в ограблении банка. Вундеркинда бросает его девушка, отказываясь в этом участвовать, а знакомый именно этого и добивался. На награбленные деньги Вундеркинд покупает заброшенный маяк и живет там один, работая над теорией всего. К нему регулярно приходит школьный учитель, а родители разошлись из-за поступка отца. В одну прекрасную ночь в маяк приходит отец, просит прощения и предлагает работать над теорией вместе. Им удается закончить работу. Утром приходит учитель и видит Вундеркинда в коме от передозировки, а отец совершил той ночью самоубийство. Join our minds, then together we can do this. We both want to be the first. We both want to change the world. В 2017 выходит новый альбом. Оказывается, Y — это не родная планета Вечных. Изначально они жили на планете Альфа, где-то в туманности Андромеды. У них был здоровенный суперкомпьютер, который решал за них разнообразные политические и экологические проблемы. В какой-то момент компьютер решил, что наиболее рациональным будет убить всех альфан, и отключил все системы. 10 альфанам и одному роботу удается сбежать на космическом корабле, и они направляются в сторону далекой звезды и вращающейся вокруг нее покрытой водой планеты. Пока они летят, одному из них удается синтезировать вещество. Оно дает возможность дышать под водой и общаться телепатией. Приводнившись, альфане назвали свой дом Y и стали жить под водой. Проблема в том, что взятый с собой робот почувствовал себя ненужным и стал делать ровно то же самое, что и тот суперкомпьютер. Альбом 2020 года был в жанре викторианский хоррор. По крайней мере, так его представил сам Арьен. Действие происходит в 1884 году. В центре внимания Даниэль, младший сын богатого помещика, и его возлюбленная темнокожая служанка Эбби. Понятное дело, что такой мезальянс ни у кого не вызывает одобрения, включая Генри, старшего братца Дэниела. Тот стучит обо всем папаше, а папаша выставляет Даниэля из дома, хотя и позволяет им поселиться в старом доме на территории поместья. Случайно Эбби устраивает пожар в спальне Дэниела, тот погибает и оказывается в странном месте между раем и адом под названием Транзитус, где встречает ангела смерти. Понимая, что Эбби обвинят в его гибели, тем более, что она и сама себя считает виноватой, Даниэль рассказывает ангелу свою историю и просит дать ему шанс спасти Эбби. По ходу дела выясняется, что у Даниэля с детства был воображаемый друг, статуя римского воина в саду поместья, и к нему он обращался за советом еще когда был жив. Статуя ожила и сказала ему, что он должен выбрать Эбби, а не семейное имя, хотя и признала, что она всего лишь тупой кусок камня и ничего не знает. В конце концов, ангел дает Даниэлю 7 дней и 7 ночей, в течение которых он может пребывать в мире смертных в виде призрака. Однако, убитая горем Эбби его не слышит, зато его слышит мачеха Эбби Лавиния, также служанка в поместье и по совместительству медиум. Призрак Дэниеля не дает ей покоя, и они вместе с Генри изобретают план отмщения. Убедить Эбби в том, что Дэниэль ожидает ее на том свете, и, по сути, подговорить к самоубийству. Однако тут вмешиваются и корыстные интересы. В случае смерти Эбби, ее отец Абрахам, он же муж Лавинии, унаследует все, что имела она и Дэниэль. Лавиния успешно добивает свою приемную дочь, и Эбби устраивает еще один пожар, на этот раз
целенаправленно. Однако по пути домой Лавинию вновь посещает призрак Дэниеля, и на сей раз ему удается убедить ее в том, что Эбби невиновна в его гибели. Абрахам, узнав о пожаре, бросается в горящий дом, пытаясь спасти Эбби, но погибает вместе с ней. Лавиния видит теперь уже его призрак и в ужасе наворачивается с лестницы насмерть. Ангел смерти приходит за ней и, несмотря на все ее возражения, утаскивает в ад. А Эбби приходит в себя в Транзитусе, где воссоединяется с Дэниелем, и они вместе отправляются в рай. Time is all I need. My soul is not at ease. Please listen to my story. They are all alive. They die. They bleed for their life. They lie, then break down and cry. Все альбомы «Орион» — студийные проекты, зачастую записываемые дистанционно, когда все участники даже не собираются в одной студии и о концертах говорить не приходится. Но фанаты постоянно спрашивали Ариена о том, когда же будет концертный тур. На что он отвечал: все альбомы — это большое количество артистов со всего света, которые заняты в своих группах. Как можно представить их всех в одном месте и в одно время на долгие недели, необходимые для совместного тура? И все же, несмотря на все трудности, Ариен решился на живую постановку, которую отыграли в Роттердаме в сентябре 2015 года. Для постановки был собран эпичный рок-хор, включавший 19 певцов из 7 стран. Исполнители основных ролей собрали всего за 7 дней до премьеры, и все 7 дней шли репетиции и разучивание ролей. Шоу прошло с грандиозным успехом, все билеты были раскуплены и пришлось даже провести дополнительный концерт. На мой взгляд, Орион уже создал рок-оперу, не уступающую по своему величию таким операм, как «Иисус Христос Суперзвезда» или «Пинк Флойдовской стене». И это еще не конец.